Всем привет, друзья! Вот и я. Сегодня у нас с Аленой такой интересный формат, но это не важно, что мы снимаем в разных местах, важно, что мы преследуем одну общую цель – разобрать, что же все-таки происходило в наших видосах за последние полгода. Итак, я сегодня начну с вами наш разбор с дома в аномальной зоне. Что же это за дом и как мы его нашли? Мы ехали, ребят, снимать абсолютно другую локацию, но так как у нас не получилось туда попасть, нам пришлось срочно искать план Б. План Б был найден спустя 10 минут. Пробраться в этот дом было сложно, но мы это сделали. И что же мы находим внутри? Внутри мы находим книгу про аномальные зоны, разломы титанических плит и прочее, прочее. Конечно же, мы были изначально в шоке, потому что я думаю, что не каждый обычный житель, особенно на то время, когда этот дом был заброшен, читал такую литературу. Соответственно, зачем она была в этом доме, для чего она там была, кто ее туда принес, она осталась от жителей, либо она появилась в этом доме позже от кого-то. Это, конечно же, останется загадкой, но после этой находки мы не смогли не провести эксперимент и связаться с духом места и узнать, что же это за книга, как она относится к этому дому и относится ли вообще. Невидимая опасность в вашем доме. Что? Аномальные? Чего? Аномальные поля в квартире на Садовом участке. Какого года? Офигеть. То есть в этом доме, видимо, что-то есть. Будем вызывать. С помощью нашего метода, с помощью карандашей мы решили вызвать дух места, пообщаться с ним и узнать, что же все-таки делает там эта книга и имеет ли она какое-то отношение к данному месту. Что же мы смогли выяснить у духа места? Как бы это странно не звучало каждый раз, но факт остается фактом. Мы постоянно говорим, ребят, попробуйте сами провести эксперимент с помощью карандашей. И все ваши заблуждения и вопросы в сторону этого эксперимента, я думаю, что точно отпадут. Так вот, что же нам сказал дух этого места? А дух этого места, это, кстати, был домовой. Что же нам поведал домовой, отвечая на наши вопросы? То, что в этом месте жила не совсем благополучная семья. Семья, которая, возможно, любила злоупотреблять алкоголем, которая, возможно, много материлась, много ругалась, сквернословила. И это место, скорее всего, оно до сих пор тянет это энергетическое бремя людей, которые там жили, и, возможно, это место своей энергетикой где-то очернили, где-то сделали его более тяжелым. Но находясь там, я не могу сказать, что мы испытывали какой-то страх или ужас. Больше было ощущение присутствие кого-то рядом, о чем говорят вот эти вот все скрежеты по дереву, о чем говорит шорох за печкой, как будто бы было ощущение нескольких шагов около нас по опилкам, вокруг нас были разбросаны опилки. Рядом со мной моя подруга Марта, и нам всегда интересна история заброшенных домов. А та книга, которую мы нашли, про сейсмические, не сейсмическая активность, а как это, аномальные зоны, она относится к этому месту? А та книга, которую мы нашли, про сейсмические, не сейсмическая активность. Это кто скрывается, да? И, конечно же, мы с вами не узнаем, это была мистика или физика. Этого не может никто сказать на 100% уверенно. Но
ощущение того, что мы там были не одни, и ощущение того, что действительно это место довольно загадочное, возможно, в чем-то аномальное, оно присутствовало тогда и присутствует до сих пор. Поэтому, ребят, я вас прошу прокомментировать эти моменты еще раз. Возможно, какие-то инсайды у вас сейчас возникнут, возможно, какие-то мысли новые, интересные. Мы будем рады это с вами обсудить. Ну а сейчас мы переходим дальше. Итак, ребятки, следующее место, которое мы с вами обсудим, это школа, пансионат. Изначально мы туда приехали, не зная, куда мы едем. Но информацию об этом месте мы все-таки смогли найти после того, как мы туда приехали, засняли вам контент. И только потом мы на самом деле смогли отыскать, что же это было раньше. Потому что изначально мы были уверены, что это был либо пансионат, либо был санаторий. В итоге же оказалось, что это была просто школа. Школа эта не работает уже более 20 лет, но посмотрите, в каком плачевном состоянии она находится. Жестко. Уходи сразу слова. Подожди, где? Вы вон на стене, вы пока не видите. Но сейчас мы зайдем. Жесть, да? Очень страшно. Тут и свалка. Что интересно, это... Нет, кстати, второй этаж есть. Я думала, ребят, в этом здании нет второго этажа, потому что она очень... Может, второй этаж есть, но может лестница нет. Это главное, чтобы на голову не рухнула, которая на потолке. Офигеть. Это реально какая-то усадьба была. Да, это была усадьба. Смотрите, ребят, какая лестница, которая ведет просто... Там еще. Да, сейчас пойдем туда. Которая ведет просто в никуда. Шпатлевка еще голубая осталась, смотри. Да, какой-то ремонт все-таки был здесь в свое время. На самом деле это шок, когда я узнала, что это место не работает всего около 20 лет. Ребят, мы много раз ездили в заброшки, которые около 20 лет не работают, закрыты, заброшены. Но так, чтобы не было пола, не было потолка, не было вообще ничего, а остались просто руины, это нас повергло в шок, когда мы об этом узнали. Но, как оказалось, что это место, оно горело. Соответственно, из-за этого, видимо, его пытались реставрировать, полностью разобрали, но финансирования, чтобы его собрать и пустить опять в обиход, не хватило. Так что же происходило там внутри, когда мы туда приехали? Да, ребят, место было жуткое, потому что мы там были ночью, потому что, во-первых, выходила из строя техника просто каждые 5 минут у нас что-то выходило из строя. Сел уже? Слушай, реально сел свет. Пиздец. Сел свет, который я заряжала всю ночь. И он сел, он посветил сколько минут? 7? 8 Не, минут. я думаю, больше. 8 минут мы ходили, снимали. 8 разве? Мне кажется, Да. больше. Потом были какие-то шаги, были какие-то посторонние звуки, как будто бы какая-то капля была во время эксперимента. У нас сел заряженный, ребят, свет, который я заряжала до этого целую ночь. Как это могло произойти? Ну вот это, смотри, вот эти вот жернова, вот эти вот желоба, или как это, вот идут дальше. И это так вот. Ты слышала? Да, поэтому его пытались отреставрировать, да? Ты услышала, да? Но у меня есть ответ, как на самом деле. Ребят, на самом деле, несмотря на то, что место довольно жуткое, довольно загадочное и интересное, там, на мой взгляд, нет никакой мистики абсолютно, потому что оно находится посреди жилой деревни. И несмотря на то, что это ночь,
Никто не отрицает того, что в деревне могут ходить люди, лазить собаки, какие-то животные. Плюс это осень, да, то есть опять же падают листья. Это уже была осень, переходящая в зиму, это был декабрь. То есть много моментов, которые могут создавать посторонние шумы, которые могут в этих стенах отражаться как шаги, как какие-то капли, как что-то там еще, какой-то шепот, возможно, и прочее, прочее. Поэтому, на мой взгляд, именно вот в этих звуках, которые мы слышали, в этом нет вообще никакой мистики. Что хочется сказать по поводу электроники, что все начало садиться и выходить из строя. Ну, на самом деле, такое происходит, ребят, много где. Выходит из строя камера, не записывается звук, не записывается картинка. На 90% я считаю лично, что это всегда сбой техники. Да, я не буду отрицать воздействие параллельных миров, потусторонних миров на технику, но опять же не забываем момент, что зима, холодно, соответственно батареи выходят из строя в несколько раз быстрее. Поэтому я считаю, что в этом месте никаких паранормальных активностей не было. Это просто физические проявления нашей техники. Что же касательно стука, когда я пошла бросать конфетку, сложно сказать, ребята, на самом деле, потому что я это не снимала, я не могу вам этого подтвердить, что этот стук был, да, вы можете только мне верить, либо не верить. Шла, понесла конфетку духу места, там уже, где был второй этаж, вы видели, да, вот этот второй этаж полигон, и получается, вот здесь можно туда закинуть, я закинула. Да. Подошла, сказала, дух этого места, спасибо, что пообщался с нами, угощайся конфеткой, закинула, и там из глубины такое, представь. Но я считаю, что это, в принципе, ничего удивительного, потому что я подошла, я бросила на второй этаж эту конфетку, и это, возможно, даже отголосок того, как эта конфетка упала. Она же все равно пока пролетела, да, и я услышала таких 2 стука. Я считаю, что, возможно, эта конфетка просто упала и ударилась о пол, создав этим такой звук. Поэтому, если брать все в совокупности, что это находится в деревне, что посреди большой деревни, что не исключает возможности вообще абсолютно разных звуков, что это была зима, что выводит быстрее из строя технику за счет морозов, и что это все-таки старое разрушенное здание, то здесь никакой, конечно же, мистики нет. Последнее на сегодня место мы с вами разберем, это заброшенная церковь. Опять же, мы ехали снимать один контент, но получилось, что мы засняли абсолютно другой контент. Что же было такого загадочного и страшного в этом месте? Ну, изначально мы все-таки решили пойти навстречу нашим подписчикам и поставить камеру на старинном кладбище. Оставив там эту камеру, мы направились в саму заброшенную церковь, найти туда вход, пробраться внутрь и провести наш эксперимент с доской Уиджи. Нас не особо повергли в шок какие-то звуки, шорохи внутри заброшенной церкви, потому что, ребят, это нормально, это листья, это птицы, это мышки, это любая живность, то есть это странно было бы считать мистическим. Но с помощью доски Уиджи мы узнали, что мы связались с духом, который раньше там жил. И у нас, соответственно, возникли вопросы. Это ангел или это, возможно, даже Бог? 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 Что? Аленя на удивление. Ты Бог? Что? Какие были ответы, вы можете посмотреть в видео, поподробнее изучить, послушать, что мы спрашивали. Я, конечно, не думаю, что с нами связался сам Бог, но тот дух, который существовал в этом месте много лет назад, охранял это место и до сих пор там находится, возможно, это был он. Но, конечно же, утверждать, что это был кто-то определенный, я никак не могу. Мы с вами можем только догадываться и предполагать.
Вот. А что касательно камеры на кладбище, там был момент, ребята, с травинкой. Я, когда пересматривала, монтировала это видео, я нашла интересный эпизод, я там топталась, и, соответственно, я, скорее всего, на эту травинку просто наступила. И эта травинка, она там за эти полчаса, она просто завяла. Поэтому тут никакой мистики нет. То же самое касательно и звуков, шорохов вокруг, потому что это осень, потому что это яблоки падают с дикого сада, потому что там есть птички, мышки и прочая живность, которая все это кушает. Соответственно, здесь, ребят, никакой мистики тоже нет. Вот такой у нас получился с вами сегодня разбор. Если вы вспомнили какие-то моменты, либо вы заметили что-то интересное, либо у вас какие-то озарения произошли и хочется поделиться, пишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Мы дадим вам обратную связь, мы будем рады почитать ваши мысли, вашу точку зрения. А на сегодня мы с вами прощаемся. Спасибо за то, что смотрите, спасибо за ваши лайки, спасибо за ваши подписки, за то, что вас так много. И скоро мы с вами увидимся в новом видео. Пока-пока!